Здорово, путешественники! Есть еще на Нижегородчине места, где можно ощутить узкоколейный флер. Так должно было начинаться это видео. Однако все пошло не по плану. Дело в том, что мы находимся в поселке Пижма, где когда-то было аж две узкоколейки, причем разноплановые. Одна была торфовозная, а вторая лесовозная. И если от торфовозной узкоколейки уже несколько лет как остались рожки до ножки, то лесовозка еще там что-то брыкалась, еще что-то пыталась. Местные жители ездили на пионерках в лес, по грибы, по ягоды, по металл, но мы с вами не успели где-то на месяц. Скажите, а давно узкоколейку-то сдернули? Месяцок где-то? Нет, где-то вот неделя, наверное, назад. Даже так? Блин, еще обиднее. А что? Да не успел дорогу посмотреть, проехать. А дорога нормальная до туда? Да я про узкоколейку толкую. Про узкоколейку? Угу. Господи, кто это так ладно скроен? Кто это такой красивый? Пис, пис. Чем вы собаку пугаете? Я сам боюсь. Сам боишься? Я сейчас вот скажу и без ноги останешься. Хорошо. Хочешь? Ну, Не лезь к собаке, и она тебя не тронет. Она тебя и не заметила, мимо шла. Не доебался. натура такая. По тебе видно. Так я и не скрываю. Духовный, скрепный народ. Ать, не успел. Это что, А там паучок, там так полз красиво. Хотел доебаться, вот не получилось. Вторая же узкоколейка Альцевского торфпредприятия работала с 1966 года по 2005. Да, вот так давно она разобрана. А ведь торф, который по ней возили, шел на Кировскую, Горьковскую, а затем и Шатурскую ГРЭС. Что примечательно, торфпредприятие работает до сих пор. Ну а вот от услуг узкоколейки они давно отказались. Но вернемся к нашей лесовозной магистрали. История, признаться, не самая пестрая. Первый участок этой дороги был построен в 1926 году. Представляете, чуть-чуть она до столетнего юбилея не дотянула. Вскоре после появления станции Пижма она и открылась на новой тогда железнодорожной магистрали Котельнич-Нижний Новгород. Первоначально дорога имела незначительную протяженность, и на ней работали газогенераторные мотовозы. К 1948 году была уже в работе магистральная линия к поселку Арба. Но были поселки и поменьше. Протяженность сети узкоколейки составляла около 80 километров. С 1967 года перевозки осуществляются тепловозами Ту-4 и мотовозами МД-54-4. А уже в 1970-х годах были выселены и ликвидированы все лесные поселки, кроме Арбы. Протяженность линии сократилась и составляла не менее 40 километров. Лесной поселок Арба находился на 31-м километре дороги. А еще на дороге существовало и пассажирское движение. Было две пары поездов Пижма-Арба в понедельник и четверг. По словам работников леспромхоза, в летнее время эти поезда состояли из деревянных бортовых платформ. В 2000-х годах объем перевозок сильно падает, а в 2012 году узкоколейка становится непроезжей для тепловозов, сильно она заросла. И все бы ничего, но в 2017 году леспромхоз берется за эту дорогу и ее восстанавливает. Перекладывается верхнее строение пути аж до 12 километра, восстанавливает деревянный мост через речку Нукша, покупает второй бэушный тепловоз и получает право на вырубку участка леса. И к осени 2017 года возобновляет вырубку леса и движение по железной дороге. Но, к сожалению, движение продлилось недолго, и уже в 2019 году оно было остановлено. И вот 4 года спустя доехал я до Пижмской узкоколейки. Хотел проехаться, показать лесную трассу. Сейчас самое утро и уже жарко. Было бы так здорово освежиться в лесу, на скорости, на пионерке. Обдувает ветерком, комары не догоняют, никто не кусает. Но, как вы поняли, меня ждало разочарование. А ведь стоило приехать раньше, всего-то на годик, и мы бы застали отставленные от работы лесовозные сцепы, снегоочиститель, путевое развитие на станции и целую линию в леса. Но история не знает сослагательного наклонения. Поэтому все, что я могу вам показать, это станция и ее окрестности, руины бывшего леспромхоза.
Ребят, честно говоря, бомбит. Приехал и не нашел рельс. Я думал, что показалось, или станцию разобрали. Ну, как-то разные варианты бывают. Потому что информация о том, что дорогу разобрали, нигде не просачивалась, никто про это в курсе не был. И как-то печально становиться первооткрывателем вот таких новостей. В общем, первое, что я увидел, это 2 тепловоза и платформа. Причем платформа-то, посмотрите, какая интересная. Она полуразобранная уже. Телеги старенькие. Крышки букс уже где-то в металлоприемке. Красиво, конечно, как это все выглядит заросшим. Жалко, уже не поедет. И вот такая вот интересная конструкция. Видимо, на ней, собственно, какой-то ассортимент и возили. И 2 тепловозика, 2 шестерки. Кабина от 3 в стороне. Тепловозы вообще рабочие, тепловозы живые, тепловозы все комплектные. Я так понял, сейчас они выставлены на продажу. И при желании их можно купить. Посмотрите, раздатка, привода. Все смазанное, все живое, ржавчины нигде нет, вся шлицевая. Класс. Шланг он какой-то новенький. Да красота вроде бы. Ну-ка, получится открыть, посмотреть. О, да. Вот, пожалуйста, такой вот небольшой дизелек. Такие потроха у тепловоза. Машина была рабочая, похоже, до самых последних дней. Даже радиатор небольшой, но новый. Шланги тоже все новые. Ну, видно, что за техникой следили. Техника рабочая. Техники еще ездить и ездить. Но как бы вот этот участок пути, это, похоже, единственный и последний, который остался. Ну, конечно же, надо глянуть и кабину. Может, он такой хороший только снаружи. О, как. Прикольно. Нет, внутри здесь тоже все хорошо и все комплектно. Реверс, рычаг переключения передач, газ, сцепление. Все есть. Даже какие-то шланги новые запасные, какие-то прокладки. Да, чувствуется еще, насколько техника рабочая. О, даже подстопочник есть. Видимо, так было страшно ездить, что без стакана не поедешь. Ну, может, и не так страшно, все-таки не стакан, а стопочка. Креслица проперженная, нормальная. А вот буржуйку уже кто-то стырил. Только труба от нее осталась. Даже интересно, запыленный заводской привод стеклоочистителя. Ну, вот так вот это и работало. Здесь видно, что срочек для входа пневматики, подачи сжатого воздуха. Но как бы его здесь уже давно нет. И вот такой вот вид от первого лица. Такой вот тепловоз, который уже вряд ли куда-то поедет. Сводячок. Уже тут все слизано. Просто сколько зажал, столько и надул. Поездной кран. Ну а это контроллер. Или же здесь это скорее просто ручка газа. Интересная конструкция. Выставлю. Там, видите, ходит маленький такой. Оп, и в зацеп. И чтобы поставил сколько газа, столько он ее и будет держать. И никакая тряска его не сбросит. Черный пульт на стиле. Тоже видно, шланг какой-то новый. Ну, следили за техникой. Что тут говорить. Еще как следили. Вон там дудка видна. Тоже новая. Шланг на нее тоже новый. Блин, обидно, ребят, обидно. Техника, ну, видно, что она живая. Заводи да едь. Но вот только стекло уже кто-то вынес. Закрыли вот УСБ-хой. Мы вот так вот поправим. Вот. Ну, в принципе, и все. Зато какой топор. Ну-ка. О, зверь. А это второй тепловозик. Окраска как будто бы ближе к заводу. Он такой двухцветный, как Майбах. Тоже весь выглядит вполне себе комплектным, вполне себе живым. Я так полагаю, это сделано для утяжеления, для увеличения сцепного веса. Собственно, когда легкий тепловоз берет тяжелый поезд, тепловоз начинает боксовать. Чтобы он лучше зацеплялся с рельсами, есть пара вариантов. Первый, это значит утяжелить тепловоз, больше давит, больше трения колеса о рельс, лучше зацепление. А второе, это подавать песок. Собственно, вот он, бункер песочницы.
И вот отсюда с помощью сжатого воздуха песок по трубке, по ее отсутствующему фрагменту, подавался вот сюда под колесо, прямо в точку контакта колеса с рельсом. Крайне эффективная, годная мера. А в остальном тепловоз как тепловоз. Ну-ка здесь. Вот что интересно. Работает, не работает. О, вот так вот работает. Ух. Господи, какая красота, ребята, а? Любо-дорого смотреть. И что примечательно, обычно как-то это все заварено какими-то там железными прутками, все это зашито, чтобы, не дай бог, никто ничего не открыл, не стырил. Здесь это как-то все, пожалуйста, в наличии, в доступе. Ну-ка, это там ТНВД и трос. Тросик, видимо, в кабину тянется на контроллер. Вот она такая вот газюлька. То есть, если там тепловоз ЧМ-3 на вожжах ездит как бы в редких случаях, а здесь, вот, пожалуйста, заложено заводом-изготовителем. Скорее всего, те два троса, это, наверное, подсос и газулька. Вот она здесь, смотрите. Видите, тут навал передается, и, скорее всего, на вале идет крепление троса. То есть можно газовать как ручкой, так и педалькой. И я так полагаю, ручкой удобнее, когда куда-то едем далеко. Поставил ее, все, машина едет. А педальки на каких-нибудь на маневрах тоже вполне себе. Раз-раз подгазанул, подъехал. Круто. Тепловозик тоже выглядит абсолютно комплектным. Тоже радиатор, тоже, ну, шланг уже не такой новый, видно, потресканный. Но техника вообще ни разу не убита, техника живее всех живых. Ну-ка, а тут у нас что? А, тут типа мини-зипа. И бункера песочницы. Собственно, вот этот песок, о котором я и говорил, достаточно сухой, с хорошей фракцией. Да, конечно же, надо посмотреть и кабинку второго, но она закрыта понадежнее. Выглядит, ну, я бы сказал, покомплектнее. Как видите, и буржуйка стоит, и кресло не такое проперженное. Расположение кранов немножечко иное. Он, например, своячок находится с торца пульта. Тоже необычное расположение. И рукоятка газа. Тоже необычная. Да, интересно было бы, конечно, пообщаться с хозяином этой машины, потому что ручки реверса я что-то тоже не наблюдаю. Эх, столько вопросов. А тем временем рельсы тянутся. Как же долго еще пойдет эта узкоколейка? Вот, посмотрите, два рельса. Макс, ставь пионерку, едь. Далеко, к сожалению, мы не уедем. Рельсы обрываются так же быстро, как и начинаются. А дальше располагается пожарный водоем. И вот как интересно. Я сейчас иду прямо со стороны тупика, бывшего тупика узкоколейки. Тут начинается такой вот лютый помост. Вот, оцените, пожалуйста, его размеры. Моя тень для примера. Вот такая махина. И выходит она вот сюда. Пожалуйста, такой вот цветущий пруд. Эх, кваканье лягушек только не хватает для антуражности. Собственно, здесь все, друзья. И последнее, так сказать, хреновый десерт из остатка подвижного состава — это кабинка тепловозика Ту-6А. Обычная такая кабина, знаете, как их отрезают, и получается бытовка-вахтовка какая-то, сыроюшка. А тут она даже более-менее комплектная. Вон сиденье, похоже, заводское, есть регулировки, есть пружины, господи. И даже надпись Ту-6А. Остатки пульта, кто там симуляторщики, ребят. Вообще приезжайте, договаривайтесь, выкупайте, забирайте, спасайте и восстанавливайте. В общем, такое некро. Что интересно, обшивка, видимо, самопал. Не такая, как обычно, хотя вон она обычно осталась. Ну, видимо, поверху лепили. Ручка еще торчит, коробки передач. Ну, кресло, конечно, обалдеть. Сколько там, видимо, всяких регулировок. Ё-моё. Там даже демпфер стоит, вы посмотрите. Слушайте, а камбарка-то могет? Реально могет. Это ж оно должно было все и амортизировать, смягчать все эти удары и толчки от пути. Это же про комфорт, друзья.
А это вид на бывшую станцию. Когда-то здесь были пути, когда-то здесь было развитие и жизнь. Но если развитие и жизнь закончилось еще давненько, то пути закончились совсем недавно. Вот еще свежие следы техники, которые, скорее всего, и разбирали. Вот следы от тракторных покрышек, там дальше как будто следы от гусянок и остатки шпал. И то даже шпал-то осталось, раз-два и обчелся. А тут, собственно, здание пижмалеса. Почему оно такое хорошенькое? Там даже вон цветочки в горшочках, кактусы. А потому что там еще теплится жизнь. Работает бухгалтерия. Вот. И с леспрома барышня тоже осуществляет свою трудовую деятельность. Поэтому здание, оно очень даже такое опрятное, хорошее. Под сигнализацией, кстати, находится. Стеклышки все целые, стеклопакеты, жалюзи. Красота. Ну, о чем я и говорил. Вот такие вот следы, как будто какая-то гусеничная техника. Ребят, кто в теме, кто шарит, пожалуйста, поправьте. Ну, потому что вот такая вот у нее колея и очень такие широкие траки. Как будто какой-то бульдозер здесь проходил. И тем, конечно, досаднее становится, что вот следы вот от разбора узкоколейки свежие, шпалы, рельсы, все это вот только недавно приведено в такой ужасный, печальный вид. Вот, посмотрите, шпала, да, она гнилая, но костыли-то в ней держатся крепко. Все хорошо было, все нормально. Вон костылек его, хрен выдернешь. И что в итоге? Не успели мы ни разу. О, такую же прокладку мы видели в кабине тепловоза. Кто в теме, пишите. Следы остались как минимум от двух путей. Сейчас я иду по трассе одного, он, судя по просеке, главный. И вот еще один боковой тут был. От него просто шпалы какие-то остались. Ну и там видно такое остатки насыпи, я бы так это сказал. Странно, что костыли не все повыдергивали. Видимо, хорошо сидят, потому что обычно такие вещи оставлять не принято. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! Сувенир. Привет от мертвеца. Как рассказали, рельсы были хорошие, 24-е. Это все сняли в металл. Распиливали пополам прямо здесь, на бывшей станции. Также сняли и мост через речку в лесу. А дело в том, что мост, это была старая платформа узкоколейная, тоже состоящая целиком из металла. Да, так и идем в сторону горловины станции, и только видны свежие следы корчевания и вот эти вот, как будто бы от железных гусениц. Такая вот печальная картина. Честно говоря, сначала думал вообще ничего тут не снимать, не показывать. Ну что тут смотреть? А с другой стороны, эта дорога существовала почти 100 лет. Вот она немного не дожила. И сейчас мы видим, ну, буквально свежий труп, еще теплый. Тоже такую картину, знаете, хочется оставить, запомнить, показать, сохранить. Ну, хотя бы, блин... Да, грустно, да, бомбит, да, печаль, да, и местные не понимают, нахрена вот это вот все было вот так вот сдергивать. Даже великий ужасный Балашенко писал, что да, дорога без движения, но там в таком состоянии, что прям бери и запускай. То есть узкоколейка-то была не труп, путь был не убитый, рельсы, как я говорил, хорошие, 24-е. Но, как говорится, что-то пошло не так. Ой, а что случилось? А здесь, видимо, такие вот маленькие гаражики, скорее всего, для пионерок. Да, конечно, тут замочек есть, ничего мы не увидим, но предположить можно. Посмотрите, а это вообще-то капот тепловоза, на Ту-4 похож, по-моему. Дверцы такие низкие, поручень наверху. Очень интересно. Ну и вот аж на двух замках. Что ж там за пионерка-то такая? Золотая, наверное. А колеса из платины. Интересный вариант применения железяки, ничего не скажешь. Ну вот и закончилась горловина, деревья подступают вплотную к трассе узкоколейки. Там, если присмотреться, по центру видны коридоры любви, но любви здесь больше нет, так же, как и движение поездов. Единственное, что осталось, это либо 11-м маршрутом, либо на квадроцикле или эндурике. А рядышком вот так
такой вот прудик. Красивая картина, конечно. Там кто-то плескалась. А рыба какая? Лягушка, скорее всего, прыгала. Очень уютно. Ого! Вот эта конструкция сложена. Хороший котел. Никогда такого не видал. Греет. Два здания хорошо греет. Обалдеть. Это он с водяным контуром, что ли, еще? Да. Ёкарный ты бабай. Да, лихо. Что только не придумают. А здесь, видимо, насос. Циркуляцию создавать. Раньше, видишь, вот такие большие были, знаешь, нельзя было сидеть. Я сюда пришел, когда думаю, да нахуй с таким с ума сойдешь, он тарахтит. Вот такой поставил и забыл. Ага. Вот такой мелкий. Да, он бесшумный. Два здания прогоняют, двухэтажник, и это здание гонит. Вроде маленький насосик, а прогоняет систему. Ну так, 21 век. Так вот. Ух, какая тут красота у вас. Хоть заснять на память. Да, красота, пылища, бляха. Красоту ты нашел тут. Антураж. Да. И титево. А эти, я не знаю, дорезали экранов вчера, не резали мне. Не было никого. Чуть-чуть это, нихуя не могут это дорезать все, блядь. Так он так вроде целый стоит там. Не, там сколько, говорит, приезжали. Нет, а дорезали, а то этот тут так и валяется. ну, Они с того конца, говорит, резали, я не мента знаю. сказал. Я говорю, я не знаю. Я думал, хоть этот уж Обеда, разрежу. думаешь, катаюсь сейчас за груздями нахер. 1-2. До одного достаточно. Спасибо. Настилы классно сделали. Прям ходят туда, как будто в экопарке в каком. Здесь тоже, похоже, когда-то трасса проходила. В мае 2006 года был проложен небольшой участок пути от станции Пижма до Нижнего склада. Для нового пути были использованы рельсы с неиспользуемых путей той самой станции Пижма, эдакий каннибализм. Этот подъездной путь интересен необычным глухим пересечением с железной дорогой колеи 1520 мм. Узкоколейку просто положили поверх ширококолейного пути. Перед проходом поезда широкой колеи это пересечение разбирали путем удаления узкоколейного звена. К 2022 году такая необычная схема прекратила свое существование, и подъездной путь от станции до Нижнего склада был разобран. И вот мы идем в сторону Нижнего склада. Два крана остались. Один, правда, уже в процессе утилизации, второй еще стоит. Предлагаю посмотреть их поближе. Вот такой вот красавец. Сколько ж он лет стоит, сколько он грузов в свою жизнь перемещал. Леса. Пользу когда-то приносил. Ну, а сейчас кому-то тоже принесет пользу. Очень жалко такую технику терять. Это же все труд инженеров, труд рабочих. Все это дело придумать, собрать, установить, обслуживать. Да, жалко, что в такой стране живем, когда вот такая вот техника приносит прибыль только от сдачи ее в металлолом. А вот и его второй товарищ. Но сохранился он в гораздо худшем состоянии. Ну как сохранился? Да. Такое ощущение, как будто, вот, знаете, какое-то вскрытие трупа производим. Жуть, конечно. Так, тут бы ноги еще не сломать. Трос металлический и вот такой вот ходок. Когда-то по нему на высоте ходили люди, ходили рабочие, смотрели, что там да как происходит, обслуживали технику. Таким он когда-то был. Такой вот вид с него открывался. Все видно отлично. И когда-то станцию, там на поселок вид. Слышны звуки железной дороги. Идет поезд на Нижний Новгород. Все в лесах. Красота, друзья. Высота, правда, вот такая. Честно говоря, я высоты очень боюсь. Стою, у меня сейчас тут все внутри вот так вот скрипки Вивальди играют. А тут подвешена кабина машиниста крана. Вот такая вот панорама поселка Пижма Нижегородской области. Вон они, тепловозики стоят, ждут своей участи. Поселок продолжает жить.
А это вид на кабину машиниста крана. Она благоразумно отведена. Собственно, здесь на нее ходок. Но сделано это, я так полагаю, чтобы не растащили, чтобы не разворовали. Потому что она, ну так, на беглый взгляд непрофессионала, похожа на комплектную. Рычажочки, лампочки, даже креслица поролоновая. Все на месте. И там тоже такая блокировка есть. Очень интересно. Видимо, как-то еще и здесь можно было спускаться. Вообще непонятно. Нифига непонятно, но очень интересно. Такое, к сожалению, короткое видео у нас получилось. Ну что же, отдадим должное пижемской узкоколейке, помянем ее добрым словом. К сожалению, этот век узкоколейный, он уходит, он остается в прошлом. Несмотря на то, что один тепловоз везет намного больше древесины, чем один грузовик, все равно это считается нерентабельным. Действительно, выгоднее же все просто сдать металлолом и не париться. В общем, друзья, спасибо большое вам за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. Всем желаю любви и мира. Всем пока-пока.